Как вообще к нашему скелету, который мы в прошлом уроке били ногой об пол, как к этому скелету добавить модель настоящего человека? Ну, как настоящего, замоделенного человека. Чтобы теперь в данный момент не скелет бил ногой об пол, а именно мы уже видели наглядно, как это делает нога человека. Для этого как раз и существует скиннинг. Итак, что такое скиннинг? Это как раз и есть привязка костей к модели человека или к любой другой модели, будь то шарик, кубик. Поэтому сейчас с примитивом мы начнем. Создадим цилиндр полигональный с нерпсами, потом попозже будем работать. Создаем цилиндр продолговатый и для него создадим несколько подразбиений. А здесь, наоборот, уменьшим для того, чтобы более удобнее было с ним работать. Давайте 10 на 10. И по привычке удалим историю. Итак, для начала мы будем, конечно, тренироваться на цилиндре. И попробуем сейчас привязать его к костям. То есть цилиндр мы создали. Вот он, кроме цилиндра здесь больше ничего нет. Поэтому давайте теперь создадим кости. Перейдем в любую ортогональную проекцию, например, фронт. И создадим кости. Напоминаю, чтобы кости создать вертикально, нужно зажать клавишу Shift. Ну и включим режим X-Ray Joint, чтобы кости были видны. Набор костей создан. Здесь тоже включим X-Ray Joints. Видим, что наш цилиндр немного не в нулях, поэтому мы подвинем по этой оси, по этой оси, по этой оси, а по Y оставим. Теперь в нулях. Ну и зафризим его. То же самое сделаем со скелетом, кроме фриза, естественно. Кости не фризятся. Все, теперь у нас скелет и модели выровнены. Давайте начнем скинить. Значит, нам нужно для начала перейти в меню Regin. То есть, напоминаю, это можно делать с помощью функциональных клавиш, а именно клавиша F3 отвечает за Regin. И в этом меню есть раздел Skin. Вот сейчас он нам и понадобится. Давайте сразу же откроем аутлайнер. У меня он открывается горячей клавишей O. И для того, чтобы назначить скин, вначале надо выделить кость, рутовую, то есть самую первую, а после выделить наш меш и нажать Bind Skin. На самом деле в аутлайнере ничего не появляется, я его открыл для того, чтобы вы поняли, что в нем ничего не появляется. Вот, все, скин создан. Это можно видеть, во-первых, потому что цвет костей поменялся. Во-вторых, у нас на нашем цилиндре появилась нода Skin Cluster. Ну, все остальные ноды мы с вами почистили историю, поэтому сейчас есть только нода Twig. Она отвечает за некоторые, допустим, коррекции модели, к примеру. Если вы захотите подвинуть Vertex или еще что-то, она может создаться. Ну и, соответственно, Skin Cluster нода. Давайте посмотрим, что теперь произошло с нашей моделью. Давайте выберем первую кость и попробуем ее поперемещать. Видите, модель повторяет движение кости. То есть уже связь существует. Точно так же, если будем вращать, будет связь. Но что будет, если мы, например, повращаем или поперемещаем следующие кости? Давайте попробуем. Вот такой эффект интересный получается. Включим отображение сетки, чтобы было лучше видно. Как вы можете видеть, наш ведомый подопечный объект окрасился в розовый фиолетовый цвет, как и с констрейнами, то есть намекая нам о том, что есть
связь и что он как бы ведомый. И вот можем наблюдать, как работает скин. По сути, это и есть скиннинг, но с одной оговоркой. Это стандартные настройки скиннинга. То есть мы с вами ничего еще здесь не правили. И да, так как это цилиндр, здесь, в принципе, довольно приемлемо лег скин. То есть автоматика сработала нормально. И даже можно это уже использовать в работе. Но если мы говорим о более сложных формах, то нам нужно будет его править. И вот этим мы сейчас и займемся. Значит, давайте сбросим все по умолчанию обратно в ноль. Для этого, чтобы каждую кость вручную не выделять и не вбивать здесь нули, ну, кроме scale, конечно же, scale единиц, есть такая удобная команда, называется select hierarchy. То есть мы выделяем, открою outliner, мы выделяем самую первую, ну, или какую вам удобно, какой вам нужно. Но в данном случае самую первую кость. В вьюпорте зажимаем вторую кнопку мыши и нажимаем Select Hierarchy. И теперь у нас, как вы можете видеть, выделилась каждая кость. И теперь можно после выделения каждой кости задать одинаковые ротейты. Также хочу напомнить вам, что транслейты обнулять можно только у самой первой кости. То есть, потому что она отвечает за перемещение. Все остальные кости находятся в иерархии. Поэтому они получают перемещение и транслейты от самой первой рутовой кости. Поэтому если вы обнулите, к примеру, вот здесь в 0, то кость у вас прыгнет в родительскую. То есть для вот этой кости вот это родительская. Соответственно, если вы здесь вобьете 0, то кость прыгнет в родительскую. И также если вы эту обнулите, она тоже прыгнет в родительскую. И в итоге, если вы все кости обнулите, они все будут одной точкой вот здесь внизу. Соответственно, вы можете, когда делаете вот так вот select иерархии, вы здесь можете ротейты свободно и безбоязненно обнулять, но с транслейтами будьте аккуратнее. Значит, скин сейчас еще присутствует. Но давайте представим, что он плохо очень лег, и нам нужно его править вручную. Для этого как раз существует... Давайте скроем outliner. Для этого как раз существует так называемый Paint Skin Weights. Еще можно к нему попасть, зажав вторую кнопку мыши. И вот Paint Skin Weight Tool. Это то же самое. И давайте нажмем сразу на настройки, чтобы справа открылась панель. Значит, справа это стандартная панель Maya, которая вызывается не только при скине, а и при различных других видах взаимодействия. Там, где нам нужно красить кисточкой. В данном случае мы будем красить кисточкой. То есть не только в Maya, не только в скине есть кисть. Не только в скине мы можем что-то красить. Вообще красят для того, чтобы задать вес. То есть там, где белое, например, это вес 100%, то есть единица. Там, где черное, это нет веса. Что такое веса? Это вот когда наша кость, к примеру, вот эта вторая по счету, наша кость, вот здесь внизу, где белая, она имеет 100% вес, то есть если ее подвинуть, сейчас подвигать влево-вправо, то вот здесь внизу, извините, вот эта вот самая первая кость, не вторая, а первая, то вот здесь внизу у нас переместится наша модель 100%, без всяких задержек. Но все последующие лупы, вот ребра, они будут перемещаться уже с некой как бы задержкой. Ну, то есть давайте лучше я покажу, конечно, это, например, все же второй кости. Для этого выделим ее. Вот здесь это будет лучше видно, иначе первую я не смогу переместить. То есть вот в данном случае максимальный вес там, где больше всего белого у этой кости. То есть если сейчас я подвигаю эту кость, соответственно, лучше всего переместится именно вот эта область. А там, где более черная, та останется стоять на месте. Но это справедливо только для той части меша, которая именно находится выше по иерархии. То есть
та, которая в данном случае останется стоять на месте. Мы сейчас, если кости эту подвинем, нижняя останется стоять на месте, ведь она родительская, она более главная. Соответственно, все остальные кости сместятся. Давайте посмотрим наглядно. Выделим эту кость и двигаем. Вот. Видите, сместилась. Вот, сместилась вот эта область, самая белая. Потом, которая более серая, меньше сместилась. Которая более еще серая, еще меньше. И черная практически не сместилась. Вот так вот работают веса. А почему сместилось все вверху? Ну, потому что вот эти кости, они влияют. Если вот я поклацаю, они тоже влияют на объект. Каждая кость влияет на объект. Но так как они находятся в иерархии, они слушаются все join 2. Ну, или, например, join 1. Самый главный. Соответственно, если я буду двигать другие кости, то будут происходить вот такие вот смещения. И вот наша задача как раз состоит в том, чтобы наладить вот эти вот плавные переходы, чтобы наш объект, он выглядел красиво. Ну, в данном случае, если это шланг, например, поливочный или еще что-то, чтобы он выглядел именно красиво. Поэтому давайте сейчас, что мы сделаем? Мы сейчас просто специально поломаем скин. То есть мы сделаем так, что первая вот наша кость, она будет зарисовывать всю область нашего объекта. То есть вообще 100%. Все, и теперь все остальные кости вообще не имеют никаких весов, видите? Ну, конечно же, объект будет дальше продолжать двигаться за этой костью, но если мы, например, подвигаем вот эти кости, видите, они уже не влияют на объект, потому что у каждой кости веса 0, то есть черное все, кроме, естественно, joint 1. Вот, в данном случае мы поломали стандартный скин, и теперь нам нужно будет сделать свой. И как раз самым первым делом, которым занимается риггер или аниматор, он закрашивает весь объект именно весами, стопроцентными весами на первую кость. То есть, например, у человека это, или у собаки, там, кошки, это кость тазовая. Есть еще кость root, но это пока что тема не сегодняшнего урока. Соответственно, вот с этого как раз и начинается скиннинг, с закрашивания стопроцентными весами всей модельки на первой кости. А вот теперь только мы начинаем работать уже со второй костью. Давайте перейдем со второй. Вот вам даже подсветило. Значит, здесь у нас настроечки в основном это как бы кисти. То есть в данном случае у нас режим Paint, там можно еще Select, это когда просто выделяешь. Ну вот в данном случае у нас режим Paint. Вот сюда можете вообще не смотреть, это вам не сильно надо. Больше вам нужно будет вот эти настройки, ну, которые вот здесь. Это у нас цветовое отображение, кому как удобно. Некоторые аниматоры любят скинить, чтобы отображение было цветное. То есть сейчас на данном этапе у нас, не на данном этапе, а в данный момент у нас по умолчанию выставлено от черного к белому. То есть это 0% вес, белое это 100%. Но если эту галочку поставить, то у вас будет просто радуга разноцветно показывать. То есть 0% вес это синий, и красный это будет 100%. Ну, мне так неудобно, я привык по старинке, поэтому и буду вам показывать так. Давайте опять перейдем к Joint 2. Значит, выберем вот здесь режим Replace. Я потом расскажу, что это значит. Сразу говорю, чаще всего вы будете работать с режимом Smooth и Replace. И выберу, так сказать, Profile. Profile это всего лишь форма кисти, которая будет использоваться. То есть вот это мягкая кисть. Видите, такая плавное размытие. Вот это чуть более жестче, это вообще резкая кисть, а это вообще квадратиком. Здесь можно уже выбрать свою какую-то кисть. Я люблю рисовать вот этой жесткой кистью. Более понятно. Для меня более понятно заполнение. Значит, я выбрал жесткую кисть. Здесь у нас сейчас на данном этапе opacity единица, то есть 100%. Значение тоже 100%. Это все как бы настройки для рисования. И можно начинать красить. То есть первым делом я вижу, что так как мы красим ребра, ну вообще мы красим вертексы, но вот наглядно у нас ребра. Я вижу, что у Joint 2 ближайшее ребро находится вот прямо рядом с ним, поэтому мы его 100% и красим. Вот так вот по кругу. Вот. Но если мы вот так вот закрасим, давайте посмотрим, что теперь произошло. Видите?
он двигает теперь только ту область нашего объекта полигонального, которую мы закрасили. То есть мы сейчас закрасили только эту часть. Да, joint 1, он закрашен вообще, закрасил все. Но joint 2 мы закрасили только вот эту маленькую часть. Остальные остались незакрашенными. Соответственно, давайте отмотаем назад. Соответственно, нам нужно... Давайте опять выделим объект, перейдем. Видите, я иногда захожу через Marking меню или здесь, одно и то же. Поэтому нам нужно следовать иерархии. То есть сейчас кости находятся в иерархии, значит каждая последующая кость в иерархии требует полной закраски. То есть joint 2 нам нужно полностью все закрасить. Давайте теперь посмотрим. Joint 1, соответственно, двигает у нас весь объект, а joint 2 двигает его только половину. Вот тут я немножко не захватил, можно прямо сейчас поправить. Вот так, раз, и все. Вот, получилось что-то такое. Вернем. Не по той оси. Вернем, как было. Опять зайдем. Вот. И теперь, после того, когда мы это сделали, мы можем выбрать режим не Replace, а Smooth. И кисточкой немножко пройтись, чтобы сгладить. Чтобы здесь сделать плавный переход в этом месте. Теперь, когда мы это сделали, если мы двигаем, как и раньше по оси X, видите, более плавно двигается. Можно для удобства аниматоры, когда скинят, они вообще сдвигают, например, руку, ногу там, или какой-либо объект вот так слегка в бок и скинет прям вот в такой позиции. Вот я предполагаю, что здесь немножко просится сгладить. Вот чуть-чуть здесь. Ну и пока достаточно. То есть вот получается пока так. Возвращаем обратно. Опять переходим в скин. Значит, у нас сейчас закрашена joint 1, но как мы можем видеть, раньше, помните, у нас здесь был везде 100% вес, но теперь он плавно перешел в joint 2, так как мы забрали у joint 1 100% и сейчас назначили для joint 2 все 100%, а остальные еще ничего как бы с ними не произошло, но вы уже можете видеть, что кое-где вот есть небольшое окрашивание. Это, в принципе, то, что очень раздражает любого аниматора в Maya, когда вот при сглаживании, то есть мы выбрали режим Smooth, и когда мы вот здесь сглаживаем, то веса начинают автоматически распределяться между всеми костями. Просто понимаете, Maya так устроена, да и вообще не только Maya, что когда мы скинем какой-либо объект, он требует, чтобы на вертексе всегда присутствовал 100% вес. То есть можно, конечно, сделать, что все будет черное, но если хоть чуть-чуть будет где-то небольшой вес, он будет пытаться распределить его между всеми костями так, чтобы на одном вертексе там было как минимум 3, 4, 5 костей. То есть может быть такое, что вот на одном этом вертексе есть влияние от этой кости, от этой. То есть Maya постоянно так работает. И в данном случае, видите, на одном лупе сразу вот есть влияние нескольких костей. Если мы их подвигаем, допустим, мы с этой костью не работали, ну видите, уже какое-то небольшое влияние появилось. Вот. И это то, чего мы будем избегать, стараться, потому что это паразитные, скажем так, это паразитные веса. Сейчас мы проработали joint 1, он был самый простой, joint 2, и дальше идем joint 3. Но с небольшой оговоркой, чтобы не происходили вот такие паразитные передачи весов, а они могут происходить как вниз по иерархии, так и вверх. То есть может быть такое, что я сейчас вот здесь задам 100% и где-то веса прыгнут вот сюда. Поэтому вот здесь сбоку придумали вот такие вот замочки, это hold. И когда, допустим, мы уже поработали с предыдущей костью, мы можем просто нажать замочек, и все. Теперь вес на этой кости у нас заблокировался,
и он никогда не поменяется, как бы мы здесь по модели не рисовали. Еще можно нажать вторую кнопку мыши, и здесь есть Lock Selected или Unlock Selected. Можно просто сразу пучок выделять и сразу блокировать. Вот, но предупрежду вас сразу, вы не должны лочить вот мы хотим сейчас в данный момент работать с Join 3, да? Вы не должны лочить ближайший Join 2. Почему? Потому что вы же сейчас будете рисовать здесь веса, то есть вы сейчас будете 100% задавать веса и забирать, соответственно, веса отсюда. Но если вы залочите, вам просто Join 2 не даст отсюда забрать веса. То есть вы будете рисовать впустую. Поэтому ближайший мы не лочим. Лочим всегда через один. Давайте наглядно покажу. Вот если мы, например, залочим, вот я возьму режим Replace и начну рисовать. И смотрите. Видите, вот я вроде рисовал, вот, да? А теперь я клацаю туда-сюда. Видите, ничего не происходит, потому что у нас Join 2 заблокированы веса. Поэтому замочек убираем. И только теперь, когда мы убрали замочек, мы можем что сделать? Первое, выставить value 0, чтобы вот эти вот паразитные веса удалить, ненужные нам, чтобы они нас не сбивали с толку. Вот, если еще где-то найдем, тоже нужно поудалять. И теперь продолжаем рисовать, выставив value 0. Продолжаем рисовать где-то вот, ну, с этой области. Тут же наши кости рядом. И, конечно же, как я уже по примеру с Join 2 показывал, мы зарисовываем всю иерархию. Соответственно, таким способом мы удаляем все паразитные веса с Join 4, 5 и 6, которые где-нибудь, может, здесь находились. То есть, конечно, это мы не удалим. Вот. И теперь опять точно так же мы делаем смуз. То есть кисточкой можем смузить. Но мы не будем сейчас смузить кисточкой, а просто нажмем, вот здесь кнопочка Flat. Ну, по сути, переводится затопить. То есть мы просто выбираем вес, вот здесь, каким мы хотим смузить. То есть мы сейчас будем максимальным смузом. Просто нажимаем Flat, и он будет просто вот так вот все сглаживать. Все. Теперь у нас Joint 1, как и был раньше. Joint 2 у нас есть плавный переход. Joint 3 имеет 100% вес по всей длине костей. Теперь, соответственно, Joint 2 мы залочиваем. Joint 3 у нас готов. И переходим к Joint 4. Здесь уже паразитных этих весов больше. Но ничего, выберем Replace. Выберем значение 0. И затопим, зафладим. Все. Все, то есть с Joint 4 везде веса сняты. Опять вернем в единицу. И продолжим то же самое, что мы делали с Joint 2 и Joint 3. Рисуем. Рисуем все вверх по иерархии. То есть вверх это нужно, если, допустим, вы скинете человека, не обязательно прям его всего прям до мельчайшего пальчика закрашивать. Достаточно закрасить несколько костей, несколько иерархий костей вверх. Ну, там 2-3, например, чтобы как можно больше захватить. На прескининге человека я вам продемонстрирую это. Значит, и, соответственно, смузим. Допустим, 2 раза достаточно. То есть все, здесь у нас получилось так, здесь так. Блокируем Join 3. Этот у нас сделан. 5-й готов к работе. Опять делаем Flat. И начинаем рисовать. Сейчас, почему вот я всегда оставляю предпоследний замочек открытый, но чтобы именно с ним происходило отбирание весов. То есть, чтобы мы веса отбирали именно у него, не у этих. Мы здесь уже все идеально задали, здесь нам не нужно, чтобы что-то менялось. То есть уже все, вот нам нравится все. Ну, Join 4 мы задаем 100%, а потом просто от этого 100% пирога мы откусываем нужный нам кусок. То есть, а на это мы вообще пока не обращаем внимания. Работаем с этим. Так, и смуз. Раз, два. Смотрим. Вот, видите, тут немножко произошли слегка неприятные у нас моменты. Распределение весов. То есть вот это вот как раз то, что раздражает. Ну, выставляем 0, просто вручную это убираем. Хотите, можем чуть-чуть вот здесь пройтись, вот так вот добавить смуза.
чтобы красиво было. Все, теперь этот сделан, соответственно, этот блокируем и переходим к Joint 6. Удаляем все веса отсюда. То есть сейчас все веса находятся на Joint 5. Что тоже, кстати, плохо и тоже странно. Наверное, потому что мы недостаточно весов дали Joint 1. Значит, его разблокируем. И вот чуть больше сюда дадим весов. И пройдемся смузом. И заблокируем обратно. Ну, то есть мы еще раз просто обновили. Давайте уберем. Пусть так пока будет. Ага. Ну, смотрите, это сейчас на данный момент происходит из-за того, что мы, когда красили Joint 1, мы, похоже, что не 100% закрасили. И вот видите, я когда прокрашиваю, оно чуть-чуть белеет. Давайте не будем сейчас заострять на этом внимание. Доделаем уже здесь, Joint 6. Значит, отсюда я удалил все веса. И теперь прокрасим верхушку. И сделаем смуз. Все, теперь отберем вот эти вот паразитные веса у Joint 5. Берем Joint 1 и зададим сюда 100% вес на низ. Может показаться, что ничего не меняется, но на самом деле там меняется. Чуть-чуть белее становится ножка. Все, теперь видите, вот здесь не совсем приятный переход. Ну, можем тоже слегка отобрать. Вот здесь сделать, например, как бы 100% вес на кость. И вот видите, уже здесь у нас все более плавнее получается. Значит, моя ошибка была в том, что изначально в Joint 1 я 100% не закрасил фундамент. Но, как видите, это можно аккуратно решить проблему, аккуратным способом, отключая замочки, чуть-чуть подкрашивая и включая их обратно. Поначалу у вас будет это вам будет довольно сложно это даваться, потому что стандартный маевский скин, к нему нужно немножко привыкнуть. То есть он не совсем удобен. Но в дальнейшем, когда вы уже наловчитесь, я вам покажу еще более продвинутую систему скиннинга. И там будет это намного легче. Итак, давайте нажмем Q. Посмотрим, что у нас получилось. С шифтом выделим все кости. И повернем по оси, по какой-то из осей. Например, по этой. Видите, у нас теперь получилось даже лучше, чем у стандартного скина. Не даже, а, конечно же, лучше, потому что вручную всегда делается качественнее, лучше, чем это делается автоматикой. Кое-где могут быть искажения, например, вот как здесь. Это на самом деле можно все исправлять, продолжая детализировать скин. Но мы сейчас не будем этим заниматься. Основным моментом, который я хотел вам показать, это, соответственно, как нужно работать с самим скином. И даже, наверное, хорошо, что я допустил такую ошибку в начале. Вы немножко посмотрели, каким образом я ее смог исправить. Поэтому ваше задание будет заскинить вот этот цилиндр. Успехов!